Кто думал о тебе сегодня? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Ну что, мои дорогие мальчишки, я вам скажу так. Многие из вас недооценивают себя. Вы недооцениваете и свои какие-то знания, свои умения. Кто-то даже внешность недооценивает, и есть среди вас те, которые даже комплексуют по поводу то ли маленького роста, может быть у кого-то, я не знаю, там лысина, животик пивной, либо еще что-то, да? Поэтому, знаете, вот хочу вам сказать, к слову, вы совершенно напрасно это делаете, потому что у вас много других талантов, которые затмевают все ваши какие-то, может быть, даже недостатки. Вам об этом говорят даже люди окружающие, да, что ты классный, ты суперский, ты умелец, ты добряк и так далее. Но вы почему-то вот зацикливаетесь на каких-то своих, может быть, даже и чепуховых недостатках. Давайте как раз сделаем маленький опрос. Напишите, пожалуйста, вот есть у вас действительно, ну, такая, может быть, мысль, я не знаю, там комплекс, как угодно можно это назвать, по поводу либо своей внешности, да, либо там, я не знаю, действительно рост, вес, все что угодно. У каждого это по-разному проиграется. Поэтому давайте посмотрим все-таки, каких же у вас комплексов, либо каких-то своих недооцененных качеств, вот сколько их у вас, да, чего больше. Вы человек, который любит все прекрасное, красоту во всем. У кого-то из вас даже могут быть дизайнерские качества. То есть вы вот как-то на лету просто хватаете, да, вот, ну, к примеру, да, чтобы было понятно, вот заходите куда-то в дом, в квартиру, там, да куда угодно, и видите своим таким опытным взглядом дизайнера, что вот это не в тему висит, допустим, там неправильно подобраны тона, там цветовая гамма неправильная. Ну, то есть вы как-то настолько вот как будто от природы на лету хватаете, где что, да, вот у вас такой тонкий, может быть, изысканный даже вкус. Кто-то из вас, возможно, даже мечтал стать дизайнером, но почему-то вы пошли немножко другой дорожкой. Вы человек, ну, активный, это мягко, наверное, сказано, потому что вот как будто энергия у вас не иссякает. И даже когда вы уставший, вы все равно находите силы, постоянно куда-то бежите, мчитесь, вы встаете, что-то делаете. Ну, то есть вы не лежебока, однозначно. Опять-таки показывает, что есть среди вас полуночники, то есть те, которые любят, может быть, ночью там поработать, либо же наоборот там фильмы посмотреть, там, может быть, хобби каким-то заняться. Ну, то есть у каждого это свои дела. Ну, то есть ночь это ваше время. Кто-то, может быть, любит просто прогулки ночные, да, вот прогулки при луне. Есть у вас также качество, как бережливость. И знаете, есть в вашем окружении люди, которые могут считать, что вы, может быть, немножко такой прижимистый, да, но это абсолютно, это не жадность ни в коем случае, это именно бережливость, потому что вы не так легко зарабатывали и зарабатываете свои деньги, поэтому вы знаете, как они тяжело достаются, поэтому тратить деньги направо и налево вы никогда не будете. И как раз вот по поводу того, что вы абсолютно не скупой человек, вы всегда подставите плечо, если того потребует ситуация. Вы не будете ни деньги зажимать, ничего там. Ну, то есть все, что человеку другому потребуется, вы отдадите. Просто это должно быть как-то вот обосновано. Это действительно должна быть важная какая-то серьезная ситуация, а не просто так вот кому-то там захотелось что-то купить, да?
Поэтому вот такой вы любитель немножко так структурировать, наверное, денежные свои какие-то вклады. Итак, давайте-ка посмотрим, кто же сегодня думал о вас. Знаете, есть среди вас те, кто ошибочно думает, что, ну, скорее это связано с бывшей. Вот, ребят, это касается тех, кто не отпустил бывшую. Вот вы ошибочно думаете, что ваша бывшая за вами скучает, что она, может быть, отдумалась, что она все поняла, осознала и так далее. Вот именно те, кто не отпустили. Это такая ваша большая-большая иллюзия. Вы думаете, что она днем и ночью о вас думает, она мечтает, она там что-то обмозговывает. Нет, мои дорогие. О вас думает совсем не бывшая. О вас думает женщина, которая может вам показаться, ну, такой даже в какой-то степени злючкой, да? Опять же, она может быть по работе, по соседству, где угодно вы можете пересекаться. Ну, то есть, это женщина, о которой вы точно не можете даже сейчас подумать, представить, потому что у кого-то могли с ней даже проигрываться серьезные какие-то, ну, либо же трения, разногласия. Это могут быть какие-то конфликтные ситуации. Но она о вас думает, вы ей нравитесь. И знаете, она порой даже специально как-то вас как будто цепляет. Она может специально придираться. Она может специально какие-то поводы глупые порой искать, чтобы с вами поговорить, чтобы вас зацепить. У кого-то из вас проиграется, что о вас думает человек, с которым вы когда-то, ну, плюс-минус, да, у кого раньше, у кого позже, с которым вы поссорились, вы поругались. И человек, знаете, вот как будто ему еще некуда деть свой яд. Человек продолжает о вас говорить гадости вашим, может быть, общим знакомым, вашим коллегам, если вы, допустим, вместе работаете, может быть, родственникам. Опять же, у кого как проиграется. Это человек, с которым, возможно, вы были в очень тесных таких вот взаимоотношениях. Это не обязательно женщина, это скорее будет, знаете, ну, такие рабочие, либо дружеские моменты. Хотя у кого-то может даже проиграться женщина, ну, бывшая женщина, но с которой вы, понятное дело, разругались, разошлись, и здесь действительно, ну, разошлись не очень так красиво. У кого-то из вас проиграется, что о вас думают сегодня, да, мы сегодня смотрим именно про сегодняшний день. О вас думают, у кого есть дети и внуки, но это скорее не маленькие дети, которые за вами очень скучают, особенно если вы редко общаетесь, вы редко видитесь, и вот знаете, почему-то вы у них ассоциируетесь с чем-то таким теплым, вот как будто вы для них, ну, самый такой близкий и родной человечек. Даже если они живут с мамой, то как-то мама для них вот злой полицейский, а вы добрый полицейский. Но почему-то в какой-то степени, да, вот мама вам не разрешает, либо же как-то ограничивает общение с вашими детьми, поэтому здесь ожидание, здесь предвкушение, здесь, знаете, еще от вас ждут подарков. Вот ваши дети, внуки, которые думают о вас, они почему-то, знаете, вот как будто они ждут от вас какую-то то ли вкусняшку. Вот даже у кого-то проиграется, что, может быть, вы подкармливаете чем-то вкусненьким, и они ждут, вот, особенно если это маленькие дети. Те, которые постарше, ждут от вас, еще знаете, я что скажу, думают о вас, потому что им нужно будет с вами о чем-то посоветоваться. Посоветоваться о чем-то важном для ваших детей либо внуков, посоветоваться и, возможно, даже попросить вашей помощи. Поэтому будет очень теплая встреча, когда вы увидитесь, будет много радости, много бесед, много
обмена какими-то такими, знаете, теплыми, может быть, даже словами, обнимашками. Ну и, в принципе, принесет много радости это общение вам обоим. Еще кто думал о вас сегодня? Ой, знаете, это скорее ваши, ну то ли друзья-приятели, которые уже что-то задумали, которые хотят вас пригласить, вот то ли на какое-то празднество. У кого-то может проиграться, что могут пригласить просто на мальчишник, либо у кого-то может быть даже на рыбалку, либо на охоту. Ну, то есть это такой сугубо мужской коллектив. Может быть, даже в баньку, между прочим, попариться, вас пригласят. О вас думают, причем даже, возможно, сегодня они как-то вот между собой встретились, ну, либо созвонились и советуются, как бы вот вас подбить, потому что в последнее время, может быть, вы даже отказывались, либо же, ну, какое-то неразвлекательное настроение у вас было, и вот ваши друзья хотят вас немножко взбодрить, немножко поднять вам настроение. Знаете, дальше идет такая информация, ну и смех, и грех, честное слово. Но это скорее касается, знаете, кого? Но эта информация, наверное, точно подойдет не всем, а тем, у кого из вас были, ну, то ли ливочки какие-то, да, ну, скорее это либо же любовница была, либо же это прошлая женщина, но которой вы наставили рожки. Неважно по какой причине, мы не будем разбираться, у каждого свой мотив. Но эта женщина сегодня вот почему-то вспоминала вас. Это скорее даже такая, знаете, ностальгия, это даже скучание в каком-то смысле. Эта женщина почему-то последнее время все больше думает о вас. Она вспоминает, как вы проводили время, как, возможно, вы за ней ухаживали. Она вспоминает тот бурный страстный интим, который был у вас. Поэтому, ну, такие большие ветвистые, ну, честно, у меня вызывают почему-то улыбку. Вот именно сегодня в этом случае. Ну, то есть это человечек, который уже, возможно, и ушел из вашей жизни, эта женщина ушла, но, тем не менее, периодически нет-нет, да, вспоминает. Далее. Есть в вашем окружении человек, но здесь не очень хороший человек, который вам желает зла. Давайте уточним, кто это и с чем это связано. Здесь проиграется ситуация с бывшей, но с бывшей не та, которая хочет к вам вернуться, а здесь скорее будет резонировать у тех, с которой вы очень некрасиво разошлись, с которой, возможно, были конфликтные ситуации. Вы можете даже сейчас, допустим, вот общаться, но, тем не менее, вот как-то вы то ли колкостями общаетесь, как-то вот до сих пор могут искры летать, ну, либо же вы закончили общение, но все равно это было некрасиво, грубо, могли друг другу наговорить разные гадости, колкости, там, хлопнуть дверью и уйти, вот в таком плане. Эта женщина вспоминает о вас, и знаете, мне не нравятся ее мысли. Вот какие-то такие нехорошие мысли ее начинают одолевать. Плюс у нее есть подсказчики, которые ее наускивают, чтобы она сделала какую-то пакость вам, понимаете? Здесь может быть пакость и магического характера, здесь может быть еще какая-то подстава, любая другая. У всех это по-разному может проиграться, поэтому просто будьте осторожны, будьте бдительны. Вот у меня такая информация идет, как будто она что-то замышляет. Вот какую-то подлость, какую-то гадость. Но это все будет очень и очень завуалировано. Это такая, знаете, маленькая месть, что ли. Поэтому просто будьте бдительны. Если каким-то образом она вдруг появится на горизонте, либо же вы услышите о себе много интересного в кавычках, то знайте, что это ваша бывшая зазноба просто вам таким образом пытается просто отомстить. Ну, просто человек такой гнилой, человек мстительный. И я думаю, после этого у многих из вас просто откроются глаза. Также о вас думает, знаете еще кто, ребят? Если вы кому-то, допустим, вы одалживали деньги,
и, может быть, вы уже просрочили, вы, может быть, там просили отсрочку, да, вот не получается отдать, то этот человек, которому, вернее, ну, которому вы должны деньги, ох, как он сердится, ох, как он злится. И знаете, хоть этот человек другим людям вроде бы как-то и пытается там одалживать, помогать, но как-то это все так, скрипя зубами, скрипя сердце. Это настолько какой-то человек, ну, не совсем искренний. Он может помочь, но за спиной обсудить вас. Он может помочь, но не очень хорошие вещи рассказывать. Поэтому вот вас сегодня тоже, вот кто одолжил деньги, этот человек вспоминает, ну, не очень хорошо и думает, елки-палки, когда же он такой сякой вернет мне деньги. Ну, это я утрирую, но вы поняли, да, какая информация. Кто еще думает о вас? Знаете, в вашем окружении есть женщина, которая очень сильно вам симпатизирует и которая хотела бы с вами быть в отношениях. Эта женщина никоим образом не показывает своей симпатии. Она может, наоборот, вам казаться такой, знаете, холодноватой, может быть, даже безразличной к вам. Это не потому, что она там такая злюка Мегера. Нет, она настолько владеет своими эмоциями, что она, ну, глазом не моргнет, хотя в душе у нее все клокочет, когда она вас видит. Она о вас думает не только сегодня, она уже, ну, давненько так плюс-минус думает, потому что вы почему-то для нее человек, ну, такой, который внушает надежность. Надежность, я уже много раз рассказывала в своих видео, что для женщин очень важно чувствовать себя защищенной от мужчин. Да, вот это я договорилась. Чувствовать себя под защитой, да, вообще защищенной. То есть от вас вот идет энергетика такая, вот защитника, сильного мужчины. Она восхищается, она думает о вас, но она боится почему-то вот показать свою симпатию. Почему? Давайте уточним. Она боится спугнуть вас, она боится. Почему-то очень часто вот выпадает в раскладах, да, что женщины, которым нравятся мужчины, вот они то ли из-за своей такой самооценки, то ли это из прежнего опыта идет, что боятся показать свою симпатию, да, а многие мужчины, и вы в том числе, вот мне пишете, что почему же она не покажет, откуда же я знаю, да, мы же не ясновидящие, откуда же мы знаем, кто симпатизирует, поэтому она боится своим проявлением спугнуть, отпугнуть. Она боится, что вот если она проявится, а вы ее оттолкнете, ну тогда вообще пиши пропало, и тогда вообще ничего не будет. Знаете, такое ощущение, что она залегла на дно пока. Она залегла пока, может быть, она план какой-то такой принимает, как с вами сблизиться, но чтобы не спугнуть. Вот какие-то такие размышления. Но я вам скажу, что с этой женщиной, если вы будете вместе, если все-таки получится у вас, очень будет комфортно, очень классная. Она скорее будет такая ближе к светловолосой, блондинка, женщина, которая моложе вас, женщина, ну, она такая, знаете, ну, спортивная. Вот почему-то сразу хочется сказать, именно спортивная. Возможно, она фитнесом занимается, каким-то видом спорта. Она такая внешне сдержанная, как я уже говорила, может казаться даже холодновато высокомерной, но такой она не является. Это исключительно ее маска. Поэтому, мои дорогие, я вам сегодня рассказала в общих чертах, да, кому что подходит, переворачивайте под себя. Но, в общем-то, много людей о вас думает, и я надеюсь, у вас все получится, особенно с новыми отношениями. Ну а кому понравился расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!